Добрый день из Италии! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими наблюдениями о культуре еды в Италии и о том, как ориентироваться в итальянском меню. Также посетим с вами гастрономическое мероприятие La Toscana in Bocca и посмотрим, что интересного можно попробовать в супермаркетах Тосканы. Завтракают итальянцы только сладким. Это обусловлено и историей, и их вкусовыми предпочтениями. И в барах нужно действовать решительно, иначе на вас могут не обратить внимания. В некоторых заведениях сначала нужно оплатить, а затем заказать кофе и выпить. В некоторых уже здесь, в местных, когда все друг друга знают, сначала пьют кофе, а потом уже рассчитываются. В Италии вы не найдете что-то соленое на завтрак, и вас искренне не поймут, что что-то не так. Сервируют полноценный буфет на завтрак либо пятизвездочные отели, либо очень редкие туристические заведения в крупных городах. Итальянцы завтракают на барной стойке, им так удобно, они так привыкли, они общаются между собой, общаются с бариста, и в основном их завтрак – это капучино и корнетто. Кофе с молоком пьют строго до обеда. Это для них очень важное правило. Они считают, что после обеда молоко плохо переваривается и оно совсем несовместимо с вином. Не во всех заведениях кофе подают воду, и если вы привыкли вначале пить воду, то у бариста просто попросите ее, и вам с удовольствием ее подадут. По моим наблюдениям, итальянцы едят сладкое в основном только в первой половине дня. И если вы хотите заказать кофе латте, говорите латте макьято. Поскольку латте переводится как молоко, вам подадут обычный стакан молока. У меня так было, и дополнительно пришлось заказать кофе эспрессо. Во многих барах, особенно в туристических местах, за столик берется дополнительная комиссия. Если пить кофе за барной стойкой, комиссии нет. Как определить хороший ли бар? Если написано «бар пастичерия», это значит, что выпечка здесь производится самостоятельно заведением. Если написано просто «бар», то выпечка у них привозная и не всегда хорошего качества. Пицца – это вечерняя еда. Большинство пиццерий работают только по вечерам. Пиццу запивают водой, пивом или вином и не делят на двоих. Одна пицца на одного человека. Хочу вам показать цены на пиццу. Конечно, все зависит от города, от расположения пиццерии, от качества продуктов, которые используются. У меня в Пистое, в галерее пиццерия, вот такие цены: 5,50, 7, 8, 6,50, 9 евро. Кальцони – это закрытая пицца. Меню в ресторанах и тротариях построены по одному принципу. Антипасти – это закуски, холодные или горячие. Антипасту означает перед едой, и вначале подаются именно они. Главная задача антипасти – пробудить аппетит. Прими пьяти – это первые блюда, к которым относятся паста, ризотто, минестроне. Подаются первые блюда с водой или вином, и никогда вместе с соком или другими напитками. Попробуйте в Тоскане паппарделли ай чиньяли. Это паста с соусом из дикого кабана. Секонди пьяти – полноценные вторые блюда. В Тоскане очень вкусно готовят пепозо. Это флорентийское блюдо, говядина, тушеная в красном вине с большим количеством красного перца. Конторни – это гарниры, и чаще всего жареные или тушеные овощи. Здесь же будут овощные салаты. Но если салат, например, с моцареллой или тунцом, морепродуктами, это относится к полноценному блюду и подается отдельно. В Тоскане любят фасоль. Фасоль и мясо здесь полноценный обед. Дольче – это десерты. Часто вы встретите в Италии меню комплетто, где будет представлено несколько вариантов комплексного обеда или ужина. Коперто в счете – это оплата за накрытие стола за одного человека. Она покрывает масло, уксус,
тертый сыр и в зависимости от заведения 2-3 евро на одного человека. Вкуснее всего в Италии в местных локальных заведениях семейного типа. Они дорожат традициями, и самое важное для них – это репутация и качество продуктов. Это правда, что итальянцы, все, что касается еды, придерживаются строгих правил. Но это не значит, что все эти правила должны знать туристы. Италия – супертуристическая страна. Итальянцы открытые и дружелюбные и с большим уважением относятся к туристам и их пожеланиям. В Италии проводятся вот такие гастрономические праздники, как, например, вот этот «La Toscana in Bocca». Здесь представлены разные рестораны. Можно дегустировать блюда тосканской кухни, вина. Вино для итальянцев – это часть воспитания с детства и часть гастрономической культуры. Каждый ресторатор старается представить на этом мероприятии свое эксклюзивное блюдо. Гости здесь общаются, узнают что-то новое. Проходят также лаборатории для детей. Рестораторы обмениваются опытом. Дают мастер-классы известные шеф-повара. Сегодня здесь шеф Энрико Бартолини. Он из провинции Пистои, и у него 14 звезд Мишлен. Он самый звездный шеф, и больше, чем у него, в Италии звезд нет ни у кого. Он работал в Париже и Лондоне, и, что интересно, он до сих пор учится в Италии у Массимилиано Алаймо, у еще одного кулинарного маэстро. Я очень уважаю шефа Энрико Бартолини, и для меня было большой честью встретиться с ним на мероприятии «La Toscana in Bocca». И такие мероприятия – это также важная часть культуры еды в Италии. Ведь, как точно сказал шеф, Италии без еды не существует. В этом году произвел фурор десерт в виде сигары одного молодого и очень перспективного кондитера, которого зовут Лука Борджиоли. Я купила, чтобы попробовать, у нее сложная техника в несколько слоев. Десерт оказался необыкновенно вкусным, и он занял 2-е место на этом мероприятии. А это самое вкусное мороженое, которое я пробовала в Италии. Они находятся в городке Альяно, называется Бар Национале. К этому событию приготовили новый вкус – сыр с грушей. И мой любимый черный шоколад в мороженом только у них такой вкусный. Хочу вести рубрику «Что можно попробовать в супермаркетах Тосканы». Попробуйте вот такую салями из дикого кабана. Это древний тосканский рецепт. У нее особая структура и вкус. Вот такая салями тоскана с черным перцем. Кто любит острое, попробуйте вот такие острые колбаски. И они слишком острые. Не проходите стороной в супермаркете отдел с гастрономией. Можно попробовать вкусное песто, паштет для кростини тоскани, купить на развес оливки. Мне нравятся вот такие оливки мелкие, они очень ароматные и вкусные. Попробуйте такой лук, он поджаренный на гриле, хрустящий и вкусный. Prosciutto crudo лучше покупать в таких отделах, с утра целая очередь. Свеженарезанная всегда лучше, чем в упаковке, и аромат у нее раскрывается лучше. Так выглядят антипасти. Они бывают холодные, бывают горячие. Я приготовила холодные. Сегодня воскресенье, я жду друзей. Здесь кростини тоскани и брускетта с помидорами. Кростини тоскани состоят из куриной печени, оливкового масла, из каперсов, шалфея, розмарина, сладкого вина винсанто, куриного бульона, анчоусов, сливочного масла, перца и соли. Когда-то я пробовала их делать сама, но это настолько затратно. Здесь в супермаркетах, в магазинах, в лавках продаются отличного качества и можно купить. Мясная нарезка здесь prosciutto crudo и салями из региона Кьянти. Мне нравится больше всего. Пармезан,
перец, фаршированный тунцом, и оливки с маленьким луком. Вот так подается закуска перед пастой, перед ризотто, первым блюдом. Она может меняться, дополняться. Так порционно на тарелке выглядит закуска. Дорогие друзья, благодарю, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что оно было вам интересным и полезным. Если у вас есть идеи или пожелания на тему видео, пишите, пожалуйста, их в комментариях. До встречи в следующем видео из Италии.